Сегодня будет очень насыщенный день, с учетом того, что жара беспощадна, а влажность просто издевательство. В такую погоду хочется только одного – сидеть под кондиционером и никуда не выходить. Мы зарядились порцией холода в метро. Спойлер, не помогло, но мы наконец-то нашли опахал и сразу их купили, и они нас спасали всю поездку. Мы приехали на станцию Кёдо в районе Сатагая. Идти под палящим солнцем – то еще удовольствие. Я люблю лето, но японское лето – это просто испытание. Зато все улочки такие красивенькие, миленькие, все так эстетично, красиво. Первая наша точка – это Ситагая Хачиман Ширирайн. Это синтоистское святилище, посвященное божеству Хатиман, покровителю воинов и защитнику общин. Храм был основан в XII веке и связан с самурайской историей Японии. Но если честно, первое, что бросается в глаза – это природа. Черепахи, золотые рыбки, водопады, солнечные блики на воде. Абсолютный дзен. Привет. И тебе привет. Привет. Красавица. Я сначала одну увидела, а их 3. Ну, в смысле, на одном участке. И вот здесь еще, господи, они как камни. Такие милашки. Вот этот прямо такой оп-оп-оп. Они сейчас издавали какие-то звуки непонятные. Вороны такие-то. Тут у нас кольцо сумо. И тут при эпохе Эдо проводились A few moments later. чемпионаты. Забыла, как слово называется. Ну, короче, все смотрели, как здесь сумо занимаются. От жары плавится мозг. На самом деле, да, в период Эдо здесь действительно проходили показательные поединки сумо, а вот эти скамьи вокруг что-то вроде мини-амфитеатра для зрителей. Сумо в Японии это не спорт, это как ритуал. Сумо – это одна из тех вещей, без которых нельзя представить Японию. Вход в сам синтоистский храм. Перед входом в храм всегда есть место для омовения рук. Это темидзу. Сначала омываешь руки, потом рот. Не для чистоты тела, а для чистоты намерений. Дальше я решила испытать удачу за 100 йен. Для этого берем амикуджи, предсказание. Что-то красненьким, наверное, плохо. Значит, написано good. Но что-то по описанию не очень. Поэтому пойду повешу туда. Мне попалось не самое радушное предсказание про здоровье, работу, деньги так себе, поэтому пошла вешать бумажку в специальное место. В Японии плохие предсказания оставляют в храме, чтобы они там остались, а не пошли с тобой дальше. У меня еще как у самого везучего человека порвалась эта бумажка. Для меня японские храмы – это особенное ощущение. Они красивые не только визуально, они красивые по настроению. Каждый храм с собственной атмосферой, своим звуком, ритмом. Даже места для омовения рук везде разные. И со своими вот какими-то такими приколами.
Таблички некоторые вешают. Там что-то тоже пишут, но я не в курсе. Чисто японские вайбы. Эта штука, посвященная японо-русской войне. Сейчас ставлю вставку. Там написано будет, кто английский читает, нормально поймет. Ну и обзор на туалет последний из этого места. Он очень чистенький, я уже здесь была. Сейчас хочу опять себе ополоснуть руки, потому что это невыносимо. Вот. Сам включается свет. Да. И вот. Мы сегодня нашли, где купить вот это. И это просто спасение. Арман тут приказу нашел. Красивая. Тут у нас сад травы. Ну, да. Нормальный сад. Подошли к храму. Сейчас будем смотреть, что тут интересненького. Следующая наша точка – это Гатакуджи Темпл, буддийский храм. Именно он считается родиной Манека Нека, этой вот кошечки с двигающейся лапкой. По легенде, кот спас самурая от молнии, позвав его жестом лапы. Это если вкратце. С тех пор кот стал символом удачи, и, если честно, это одно из самых милых мест в Токио. Ну и главный экспириенс. Конечно же, здесь дофига народа. Арман заметил. Стоишь? Один тут отдыхаешь? Нет. А с кем? 40 тысяч кошек. Ты думаешь, их всего 40 тысяч? Независимо. Ну ладно, ладно. Кстати, эта шляпка уже спасла меня на Сейшелах, и тут тоже очень спасала. Зелененький еще клен. В ноябре будет весь красненький. Такой красивый, маленький, такой малюсюсенький. Главный зал храма, построенный в 1681 году, сохранился со времен Эдо и уцелел во время Второй мировой войны. Вот такие дела. Ой, мы тут передвигаемся только по тенечку, поэтому не все так просто. Мы посидели в тени, покайфовали. Когда тенечек, ты себя обмахиваешь, все так прекрасно, чудесно. Ой, мы так любим жару, но именно эта поездка что-то как-то, не знаю, меня выбило из сил. Мы даже вот такие вот платочки прикупили, чтобы промакивать свой пот. Короче, было жестко, реально. Кстати, вероятно, вы уже видели разные вариации Манеки Нека с поднятой правой или левой лапками, или вообще обоими. Каждая из них имеет свое обозначение. Поднятая правая лапка призывает удачу, левая привлекает клиентов в место вашего бизнеса. Обе лапки вверх символизируют защиту. Кошки Гатокудзи отвечают за удачу, поэтому у всех из них поднята правая лапка. Там вон стучат, наверное, когда-то. В эту штучку.
какое-то тоже прикольное здание, но туда нельзя заходить. Такой тут старенький стоит поезд. Станция Мияносака. И тут маленькая сцена из японской жизни. У школьников упал телефон между платформой и поездом. Они просто стояли, смотрели на него, ничего не делали, потом отошли в сторону, ну и просто как горевать начали. Арман пошел, героически достал телефон. И то, как они его благодарили, это было очень по-японски. Много поклонов, много аригато и абсолютная искренность. Такие они все мимими каваи. На каком милом поезде мы ехали? Мы доехали до конечной станции этой линии Сангинджая. Наша точка Carrot Tower. Здесь здание с бесплатной смотровой площадкой. Нужно подняться на 26 этаж. Выходим из лифта и вдруг видим, люди за стеклом ведут радиоэфир. Это реальная студия. В Японии такие пространства часто делают открытыми, как будто город и медиа, они живут вместе. Смотровая оказалась очень приятной, хороший вид. Есть кафешка, где можно попить кофеечек с видом вот на такую красоту. И вообще спокойная атмосфера, там очень на релаксе все. Берите на заметку, реально хорошее место. Потом Арман уехал работать, а я гулять дальше. Такие забавные курилки. Вообще, это издавна уже было у них. Ну, так они велики хранят. Такой райончик миленький. Так тихо тут по сравнению с тем, что я сейчас была. Следующей моей точкой был квартал Эбису. Всегда строю маршруты так, чтобы и погулять подольше, и чтобы насладиться городом смогла. Вот, дорога до моей точки была живописной. И вот здание, ради которого я сюда пришла. Мне повезло попасть сюда почти на закате, и здания светились мягким светом, город выглядел максимально спокойным. Я почти не снимала тут видео, потому что мне было очень стрёмно. Все вокруг такие серьезные люди в костюмчиках. Я одна такая на чиле, расслабоне. В лифте бизнес-дядечки, которые ехали ужинать. Короче, я чувствовала себя туристом, который случайно зашел не туда. Из минусов вот это и смотровые, кстати, грязные стекла. Но вид все равно стоил того. Вот здесь я сейчас была, на 39 этаже. Кстати, здание находится на территории Ebisu Garden Place Tower. Это часть большого комплекса, построенного на месте бывшего пивоваренного завода Ebisu. И сегодня здесь бизнес-район, рестораны, офисы, галереи. Очень взрослый Токио, короче. Успела побывать я только в одном здании, и очень хочется вернуться, поисследовать эту территорию в будущем. Еще хотела вчера эту речку снять, но уже вообще не было сил. Вот. И с этой стороны течет она, значит. Потом я потопала в Duct Coffee Lab. Очень милое место, классный мерч, бариста, душка. Взяла печенье попробовать там. И далее я направилась в Starbucks Reserve Roastery Tokyo. Один из самых красивых Starbucks в мире. 4 этажа, медные конструкции, обжарка кофе прямо внутри. Но когда я увидела цены, я поняла, что кофе я, в принципе, так-то уж и не хочу. Я нашла, где попить кофе за 1000. Вот в этом Старбаксе. Короче, в какой-то момент я осознала, что мне нужна пауза, мои ноги устали, и им нужно отдохнуть поскорее. Я купила нигири в 7-Eleven, пошла откисать у реки Мегура. Блин, жаль, что это было все в темноте и ничего не видно, потому что у меня это место уже давно в закладках, и когда на цветение сакуры, там, говорят, вообще просто разнос. На ужин, как обычно, салатик и тофу, японская стабильность. Так, у нас рубрика, что я купила на 400 рублей, значит, в магазине. Сардины. Панкейки. Очень вкусные. Очень вкусные. К панкейкам, значит, варенье черничное. Проверим эту крышку, будет ли она закручиваться, как они все говорят. Вот. И бананы.
400 рублей. Все время при свете дня забываю показать наше здание. Вот это вот посерединке, где мы живем. Вот, оно такое узенькое, маленькое. Кстати, успела забрать последний пончик из I'm Donuts, попробовать, почему такой хайп вообще вокруг них. Ну, не знаю, что так все гоняются. Ну, вкусно, но не так, чтобы сказать, что прям вообще отвал башки. Вот такой был 4-й день, очень жаркий, очень длинный, очень Токио. Конец 4-й серии, и далее будет еще интересней. Обещаю. Мы на камеру не работаем.